Февральская революция 1917 года вызвала к историческому творчеству многие народы и слои населения, в том числе и многонациональный Кавказ. Стремление спасти от хаоса и насилия, отвести угрозу физического уничтожения горцев, осуществление социально-политических и иных преобразований заставило горскую интеллигенцию приступить к практическим действиям. Первым шагом в этом направлении явилось совещание представителей горской интеллигенции, которое состоялось во Владикавказе 5-6 марта 1917 года. Оно приняло решение о необходимости объединения всех горских народов Северного Кавказа и Дагестана и создания демократической власти в Терской области с участием представителей всех горских народов региона. 6 марта были произведены выборы во Временный Центральный комитет объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана, который возглавил присяжный поверенный балкарец Басият Шаханов. В постановлении Временного Центрального комитета Союза объединенных горцев Кавказа отмечалась необходимость представительства всех народов Северного Кавказа в политической жизни, защиты их интересов, обеспечения личной неприкосновенности от посягательств со стороны других народов. Также было принято решение о созыве 1 мая 1917 года Съезда горских народов. 1 мая 1917 года во Владикавказе начал работу первый съезд представителей горских народов Кавказа. В помещении Ольгинской гимназии собрались более 300 делегатов. Самую многочисленную делегацию, 63 человека, представил Дагестан. В повестке дня были поставлены следующие вопросы. Национально-политические задачи. Организация общественных сил для борьбы с реакцией и анархией. Организация Союза объединенных горцев. Организация самоуправлений. Аграрный вопрос. Организация духовного управления горцев. Реформа местных судов. Организация образования горцев. Вопросы образования горянок. И финансы Союза. Были и другие. На первом заседании ЦК было сформировано руководство Союза объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана. Председателем Центрального комитета Союза был избран представитель Чечни Абдул-Меджид Чермоев. В состав ЦК вошли также Пшемаха Коцев, Кабарда, Васан Гирей, Джабагиев, Ингушетия, Басият Шаханов, Балкария, Ибрагимбек Гайдаров, Закаталы, Рашидхан Капланов, Нухбек Тарковский, Башир Далгат, все из Дагестана и другие. Всего 17 человек, по 5 от Дагестанской и Терской областей, по 2 от Кубанской и Черноморской губернии и по 1 от Закатальского округа, Ставропольской губернии и Абхазии. Председателем Духовного совета, в который вошли 11 человек и который должен был ведать религиозными делами мусульман, до учреждения института муфтията был избран Нажмудин Гацинский. Приняв Конституцию Союза объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана, кавказские горцы легитимизировали свое государственно-правовое существование на федеративных началах, что, несомненно, способствовало их социально-политической и духовной консолидации. На съезде не были еще произнесены слова отделения от России, но всем участникам было ясно, что борьба идет за свободу и независимость. По мнению членов Центрального комитета, созданного Союза, первый съезд не дал всех тех результатов, которых можно было от него ожидать. Тогда же было постановлено созвать новый съезд в селении Анди, что в Дагестане. Современники объясняли выбор высокогорного аула для проведения съезда тем,
что надо было воскресить былые воспоминания и исторический Андийский съезд имама Шамиля, готовившегося тогда к решительным действиям против царизма. Чтобы горские народы, находясь вдали от расположения войск, могли высказываться свободно о своих нуждах и обсуждать проблемы без давления силы, чуждой их духу и быту. По замыслу инициаторов, Андийский съезд должен был показать единство горских народов, их твердость в отстаивании своих свобод. Однако определенная часть населения видела в съезде несколько другое назначение, то есть создание шариатского государства, и тон предстоящему съезду задавали религиозные лидеры во главе с Узун-Хаджи. Еще до начала работы съезда на берегу озера Кизиной-Ам, что недалеко от Анди, Узун-Хаджи инициировал избрание имамом Нажмуддина Гацинского, что вызвало большой резонанс среди участников предстоящего съезда, как направлявшихся в Анди, так и уже прибывших на место. Мероприятие, состоявшееся в селении Анди 20 августа 1917 года, называть съездом с его классическими атрибутами – стенограмма, отчеты, голосования, протоколы и другое – было бы не совсем правильно. Скорее всего, это было совещание, поскольку ряд причин, то есть огромное стечение народа, инициатива, перехваченная религиозными лидерами и другие, не позволил провести подлинного съезда. Тем не менее, в истории данное событие сохранилось под названием как Андийский съезд или несостоявшийся съезд. На нем часть решительно настроенных горцев во главе с Узун-Хаджи сделала первую серьезную попытку в осуществлении своей мечты, то есть построении теократического государства. Кандидатурой на главу шариатского государства был выдвинут Нажмуддин Гацинский, популярный богослов, но который, по мнению некоторых современников, своим консерватизмом пугал либеральную часть местной интеллигенции и которая высказалась против имамства Гацинского. Последний, хотя в глубине души и мечтал стать именно имамом кавказских мусульман, все же должен был признать неправомерность такого избрания. Согласившись со званием муфтия, он открыто заявил об этом в своем обращении ко всем кавказским народам. С таким положением был не согласен Узун-Хаджи, и этот эпизод стал первой трещиной во взаимоотношениях двух религиозных лидеров. Более распространенными были тенденции к объединению народов не на религиозной, а на общности исторических традиций и судеб, экономических и политических интересов горских народов Кавказа, что послужило впоследствии создать Юго-Восточный союз, куда вошли казачество Дона, Кубани, Терека, Астрахани, горцы Северного Кавказа, калмыки, нагайцы и туркмены Астраханской и Ставропольской губернии. Поскольку съезд в Анди не состоялся, так как задумывали его организаторы, представители горских народностей решили провести очередной съезд вновь во Владикавказе. Съезд начал свою работу 20 сентября, и в программу его входили те же самые вопросы, которые должны были быть рассмотрены на Андийском съезде. Духовные дела мусульман, продовольственный вопрос, финансы союза, организация народных сил для спасения от анархии и другие. Проблема организации борьбы с грабежами приобрела особую актуальность и стала одним из центральных вопросов съезда. Владикавказский съезд удовлетворил просьбу делегации абхазского народа о вхождении Абхазии в Союз Объединенных Горцев.
С первых дней своей деятельности Союз в силу ряда объективных и субъективных причин не смог решить земельную проблему, что стало в последующем одной из основных причин разочарования горских масс в горском правительстве. Широко была представлена в программе Союза реформа школьного образования, отличавшаяся более последовательным и прогрессивным характером по сравнению с другими намечаемыми им реформами. Образование Союза можно рассматривать как первую после имамата Шамиля попытку создания на Северном Кавказе объединенной государственности горских народов Кавказа. Продолжением этого процесса была попытка создания уже после перехода власти к большевикам и начала гражданской войны в России Горской республики, то есть это май 1918 год. Она ставила своей задачей отделение от Советской России. В период между февральской революцией и Октябрьским большевистским переворотом 1917 года политические лидеры горцев, исходя из пределов возможного, в основном сосредоточились на достижении политической консолидации народов Северного Кавказа как основы дальнейшей борьбы за независимость. Аналогичная ситуация сложилась и на Южном Кавказе, то есть в Закавказье, где еще в марте 1917 года был создан особый Закавказский комитет ОЗАКОМ, наделенный временным правительством функциями гражданской администрации этого края. Октябрьский большевистский переворот в Петрограде перерезал последнюю нить, связывающую Кавказ с Россией, открыв местным народам тернистый путь к независимости. Руководство Союза горцев, понимая, что единственной формой возможного независимого существования горцев является создание единого кавказского государства, и приняло срочные меры для установления связей с политическими деятелями Закавказья. Сложная ситуация, сложившаяся в Дагестане, послужила поводом для проведения всеобщего съезда с представителями округов Дагестана. Назревающий конфликт в обществе выражался в борьбе на социальном уровне, переходящей в политическую. И первое гражданское противостояние в дагестанском обществе было вызвано вовсе не Октябрьским переворотом 1917 года, а действиями приглашенных на съезд Нажмудина Гацинского и Узуна Хаджи, решивших воспользоваться этим и привести за собой большой отряд вооруженных горцев из Нагорного Дагестана, дабы показать свою силу. По сути, это было не участие в съезде, а демонстрация силы, направленная на официальную власть в Темирхан-Шуре. Дагестанский исполком состоял в большинстве из представителей социалистической группы во главе с их лидером Каркмасовым Джалалуддином. И новая власть пыталась реализовать свои задачи, решая социальные и экономические вопросы. 10 января в Темирхан-Шуру с религиозным пением вошло в войско, распевая молитвы. Вместе с Нажмудином Гацинским прибыли уважаемые алимы, имеющие влияние в Нагорном Дагестане. За все время своего пребывания в городе горцы держали себя пристойно и никому никакого ущерба не причинили. Это были вынуждены признать даже политические противники Гацинского. На второй день прибытия в город, после пятничной молитвы, шейх Сиражиддин Хаджи, поднявшись на минарет мечети, возвестил оттуда, что отныне Нажмуддин Гацинский вновь провозглашается имамом, что по шариату народ должен подчиниться во всем только ему. 12 января начал свою работу Третий съезд дагестанских представителей. Некоторые участники съезда, в частности представители социалистической группы,
были настроены против присутствия в городе огромного отряда горцев. В связи с возникшей нервозной ситуацией на съезде Гацинскому был предъявлен ультиматум о выводе отрядов из города. В свою очередь Гацинский обвинил представителей социалистической группы в сеянии раздора среди населения, в раздаче оружия по своему усмотрению. В город стали прибывать вооруженные отряды из близлежащих сел, которые были настроены против имамства Гацинского. К этому времени значительная часть армии Гацинского уже покинула город. При этом последний большинством делегатов съезда был утвержден муфтием. Узун-Хаджи, недовольный решением съезда и Нажмуддином, который, по его мнению, не смог взять на себя всю полноту имамской власти, отделился от него, и с этих пор отношения между ними были испорчены. Как только войска покинули город, социалисты развернули бурную деятельность и довольно быстро и удачно исправили ситуацию в свою пользу. Зная, что жители окрестных сел не воспринимали положительно лидерство Гацинского, социалисты пригласили их в город, где устроили большое собрание, на котором присутствующие при активном участии социалистов в противовес Гацинскому избрали муфтием известного религиозного деятеля Али Хаджи из селения Акуша. Последний, вняв уговором социалистов, не сумев распознать в социалистах двойную игру, дал свое согласие на избрание. И с этого момента в стане горцев произошел раскол. Понимая, что события разворачиваются не в его пользу, Гацинский покинул город. Таким образом, Нажмуддин не воспользовался благоприятной для него ситуацией, и одной из причин этого была его нерешительность. Нерешительность в действиях. Вопреки радикально настроенному Узуну-Хаджи, Гацинский не был сторонником вооруженных конфликтов. С одной стороны, желание во что бы то ни стало стать лидером мусульман, с другой нерешительность, неумение довести начатую операцию до победного конца не позволили ему удержаться на пьедестале власти. Стремительно развивающиеся события на Кавказском фронте, ведь Первая мировая война все еще продолжалась, оказали свое влияние на ситуацию и на Кавказе. Уже в первые месяцы 1918 года под влиянием большевистской пропаганды российские войска на русско-турецком фронте стали стремительно разлагаться. Целые части и соединения самовольно начали покидать свои боевые позиции, стремясь как можно быстрее возвратиться домой. Создавшимся положением не преминуло воспользоваться турецкое командование, приказавшее своим войскам занимать оставленные русскими войсками территории. По мере продвижения турецких войск на Кавказ изменилась политика Оттоманской империи в отношении горцев. Раньше турки соглашались способствовать деятельности горских иммигрантов, тайно проникающих с турецкой территории на Северный Кавказ, с целью ведения там пропаганды в пользу независимости этого края. Однако с начала 1918 года молодотурки стали помышлять об установлении над регионом прямого контроля. 28 февраля 1918 года правительство Союза горцев делегировало на Южный Кавказ делегацию в составе Абдулмеджида Чермоева, Гайдара Баммата, Зубаира Тимирханова и Магомедкади Дибирова. В задачи делегации входило принять решительные меры к политическому воссоединению территории народов Северного Кавказа и Дагестана с Закавказьем, а также вступить в сношения с Оттоманской империей и союзными ей державами для выяснения возможности
активной поддержки названными государствами независимого Кавказского государства, находящегося в экономических и военных связях с Турцией и державами Центральной Европы. В это время все внимание закавказских руководителей было приковано к переговорам с Турцией, начавшимся в середине марта 1918 года в городе Трапезунде. Закавказское правительство отказалось провозгласить независимость Южного Кавказа, наивно полагая, что таким образом ей удастся лучше обосновать свою юридическую позицию непризнания касающихся Закавказья условий Брест-Литовского договора. Прибывшие в Трапезунд для ведения переговоров как с закавказской, так и с турецкой делегацией представители Северного Кавказа, приезд которых фатальным образом совпал с разрывом переговоров, с самого начала оказались в сложном положении. 15 апреля турецкие войска вступили в Батуми. В подобных условиях руководство Закавказья было вынуждено просить мира, приняв турецкое предложение о возобновлении мирных переговоров в захваченном турками городе Батуми. В отличие от переговоров в Трапезунде, в Батумской конференции принимала участие и германская сторона в лице немецкого главнокомандующего в Константинополе генерал-майора Отто фон Лоссова. Военно-дипломатическая активность Германии, по мнению генерала, должна была распространяться как на Южный, так и на Северный Кавказ. Вопрос участия северокавказских горцев в Батумской конференции непосредственно привел их руководителей к провозглашению 11 мая, то есть на 2 недели раньше государств Закавказья, своей государственной независимости, которую признали Оттоманская Турция и Германия. Однако правительством Германии это признание впоследствии все-таки не было документально подтверждено. В декларации об объявлении независимости Республики Союза Объединенных Горцев Северного Кавказа и Дагестана, которую подписали Абдулмеджид Чермоев и Гайдар Бамат, в частности, говорилось: ввиду царящей в России анархии и пользуясь признанным самим Петроградом правительством правом за всеми народами бывшей империи царей свободно создавать свою политическую будущность, правительство Союза горцев решило принять следующую резолюцию. Первое. Союз горцев Кавказа решает отделиться от России и образовать независимое государство. Второе. Территория нового государства будет иметь своими границами на севере те же самые географические границы, какие имели области провинций Дагестана, Терека, Ставрополя, Кубани и Черного моря в бывшей Русской империи. С запада – Черное море, с востока – Каспийское море. На юге – границу, подробности которой будут определены по соглашению с закавказским правительством. От сегодняшнего дня независимое государство Кавказского Союза рассматривает себя закономерно установленным. Таким образом, претендуя на историческую горскую территорию Северного Кавказа, простирающуюся вдоль Большого Кавказского хребта от Черного до Каспийского моря, руководство Союза горцев, предвидя создание в будущем единого Кавказского государства, подчеркивало, что южные границы Союза горцев с Закавказьем должны были быть установлены на основе особого компромиссного соглашения. Однако в результате турецкой экспансии, а также вследствие растущих армяно-азербайджанских противоречий, произошло событие, имеющее в дальнейшем роковое значение для судеб народов Южного и Северного Кавказа, то есть раскол Закавказья. 26 мая Грузия, пытаясь спастись от нашествия турецких войск с помощью германского посредничества, объявила о своей государственной независимости.
2 дня спустя, то есть 28 мая, этому примеру последовали Армения и Азербайджан. Государство представляло из себя демократическую республику с парламентской формой правления. Каждому народу было дано право на самоуправление. Федеральные органы власти, горское правительство и союзный совет, то есть парламент. В союз, а затем горскую республику, входили 7 самостоятельных так называемых штатов, выделенных по национальному признаку и объединенных по конфедеративному принципу на территориях Дагестана, Ингушетии, Чечни, Осетии, Карачаево-Балкарии, Кабардино-Черкесии и Адыгеи, Ногайских степей и в некоторый период Абхазии. По эскизам аварского художника Халилбека Мусаясула были приняты за основу герб и 2 флага Горской республики. Государственный флаг. 7 белых поперечных полос чередуются с 7 зелеными поперечными же полосами, сверху вниз. А в верхнем углу полотна на голубом фоне четырехугольника располагались 7 звезд, как эмблема 7 главных народностей, входящих в состав республики. Флаг вооруженных сил республики был красного цвета, а в верхнем углу флага на зеленом фоне прямоугольника также располагались 7 звезд. Герб представлял из себя стилизованный щит, состоящий из 2 флагов республики, с наложением на них композиции из стилизованного ордена, учрежденного в свое время имамом Шамилем, каракулевые папахи с горским шлемом и 2 перекрещивающимися кинжалами. Имелась государственная печать, были в ходу дипломатические паспорта. В определенный период выпускалась газета «Вестник Горской республики». В первое время новое государственное образование существовало за счет кавказских меценатов, таких как чеченский нефтепромышленник Чермоев, азербайджанские предприниматели Тагиев и Асадулаев и другие. На втором съезде Союза горцев было принято постановление об установлении налога в 50 копеек с каждого жителя горной местности и 1 рубль с жителя равнины. Горское правительство за период существования не успело выпустить свои денежные знаки, из-за чего, конечно, государство страдало от недостатка денежных сумм. Территория частично признанного государства охватывала 125 тысяч квадратных километров с населением около 4 миллиона человек. «13 мая 1918 года правительство Горской республики направило правительству РСФСР ноту о создании Горской республики и отделении ее от России. Нота была доставлена в Народный комиссариат иностранных дел РСФСР через германского посла в Москве графа Мирбаха. В своем протесте от 15 мая советское правительство отказало в признании независимости Горской республики, мотивируя свой отказ тем, что народы, проживающие на этой территории, на своих национальных съездах высказались за неразрывную связь с Российской Федерацией. В ответ на протест советского правительства глава Горской республики Абдулмеджид Чермоев обратился за помощью к Турции для борьбы с советской властью на Северном Кавказе, которая была оказана незамедлительно. Несмотря на протест Советской России, на территории Дагестана были введены турецкие войска под командованием генерала Юсуфа Иззет-Паши, которые пришли на помощь горцам в соответствии с договором горского правительства с Турцией, который был заключен 8 июня 1918 года. В это время в Дагестане, то есть Дербенте и Петровске, хозяйничали отряды Лазаря Бичарахова,
ставленника Британии, прибывшего со стороны Баку и вытеснившего отсюда советские войска. После провала боевых операций под руководством советского военкома Махачада Хадаева для Советов необходима была пауза, дипломатия и создание видимости своих возможностей. Своими силами в этой обстановке справиться было невозможно, так как в Нагорном Дагестане действовали Гацинский и Узунхаджи, а на севере отряды во главе с Нухбеком Тарковским со своей ставкой в селении Кумтаркала. Переговоры председателя Дагестанского исполкома Джалалдина Каркмасова с Лазарем Бичераховым оттянули продвижение последнего. 2 сентября было заключено соглашение, так называемый деловой контракт, который вошел в историю, по условиям которого Бичерахов занимал Петровск, обязавшись не вмешиваться во внутренние дела Дагестана и вести войну со всеми, кто придерживается германо-турецкой ориентации. Дагестанским исполкомом было принято решение переход на нелегальную работу. Переговоры же Нухбека Тарковского с Лазарем Бичераховым завершились соглашением обеих сторон по выполнению ряда пунктов. Бичерахов сохраняет за собой город Петровск, железную дорогу и море. Остальная часть Дагестана передается в управление Нухбеку Тарковскому на правах диктатора. По заявлению самого Бичерахова, Дагестан ему был нужен только временно. Перед ним стояли совсем другие задачи. Захват низменной части Дагестана позволил бы ему объединиться с силами на Тереке, во главе которых стоял его брат Георгий, далее изолировать советские войска на Северном Кавказе и облегчить англичанам связь с деникинцами на Северном Кавказе. 10 октября 1918 года турецкие войска, которые пополнились отрядами чеченцев и дагестанцев, заняли Дербент, выбив оттуда бичераховцев, и в здании, где помещалось горское правительство, был поднят флаг Горской республики. Обойдя по предгорью город Петровск, который был занят Бичераховым, турки 23 октября вошли в Темирхан-Шуру, где диктаторствовал Тарковский. Вместе с турками в Дагестан вернулось горское правительство во главе с Чермоевым. 6 ноября турецкие части пошли в наступление на Таркинскую гору, то есть Таркиталу, нависшую над Петровском, где укрепился Бичерахов. После тяжелых боев 8 ноября бичераховцы погрузились на пароходы и отступили в открытое море. Чермоеву и Тарковскому в Темирхан-Шуру была отправлена телефонограмма, в которой сообщалось: с Божьей помощью войска республиканского правительства сегодня в 3 часа дня вошли без боя в Анжи-Кала, Петровск, который был очищен неприятелем. В городе восстановлены полное спокойствие и порядок. Таким образом, русский режим, угнетавший ислам, в особенности на Кавказе, отошел в вечность. Иллюзии Петра Великого вместе с его именем переброшены в Петроград. Неприятель оставил множество вагонов, полных снарядами и оружия. Поздравляю с победой Кавказской мусульманской республики. Эта победа – торжество военно-политического утверждения на Кавказе мусульманской республики. Подписал командующий армией республики правительства Северного Кавказа Ферик Юсуф Иззет Паша. Таким образом, к 11 ноября, дню окончания Первой мировой войны, горское правительство в целом контролировало северо-восточный Кавказ, включавший в себя Дагестан, Чечню и Ингушетию. 15 ноября 1918 года в газете «Дагестан» публикуется объявление правительства Республики Союза горцев Кавказа о переименовании города Петровск в город Шамиль-Кала. Причем объявление представляется за подписью полковника князя Тарковского, на тот момент временно занимающего пост председателя правительства Республики Союза горцев.
Однако события в Дагестане менялись с молниеносной быстротой. Военное поражение центральных держав принципиально изменило ситуацию и на Кавказе. 29 сентября Болгария подписала перемирие. 31 октября за ней последовала Турция. 3 ноября Австро-Венгрия и 11 ноября Германия. По условиям капитуляции все войска потерпевших поражение держав выводились из пределов России. Турция обязалась немедленно начать эвакуацию своих войск из Закавказья и Дагестана. Во второй половине ноября они покинули Кавказ. В Закавказье вошли войска Антанты, главным образом британские. Северный же Кавказ был признан зоной контроля администрации вооруженных сил Юга России. Признание великими державами независимости Горской Республики. Вот каким было одно из главных направлений внешнеполитической деятельности молодого государства. В ноябре 1918 года министр иностранных дел Гайдар Баммат отправляется в Швейцарию, где в Берне пытается вступить в контакт с представителями Англии, Франции, Америки, Италии, Японии. Проделана огромная работа, но результата нет. Тем временем в Баку председатель правительства Горской Республики Чермоев и министр внутренних дел Ибрагимбек Гайдаров ведут переговоры с представителями союзных держав о признании независимости республики. Ответ был коротким. Вопрос независимости будет рассмотрен на предстоящей Парижской мирной конференции держав-победителей в Первой мировой войне. Один из представителей, командующий английскими войсками в Баку, генерал Уильям Томпсон, объявивший себя генерал-губернатором Баку, предлагает делегации горцев объединиться с казачеством Терека и образовать коалиционное правительство для поддержки генерала Антона Деникина против большевиков. Фактически же английские войска на Кавказе прилагали усилия для обеспечения Британии пути к нефти, в связи с чем командование старалось наладить взаимоотношения с местными национальными силами, при этом поддерживая действия добровольческой армии генерала Деникина, которая продвигалась по территории Северного Кавказа и выступала под лозунгом «Единая и неделимая Россия». Горцы вынужденно идут на этот шаг. 15 декабря с целью улучшения отношений с представителями стран Антанты в правительстве Горской Республики были произведены кадровые изменения. Абдул-Меджид Чермоев, имеющий в глазах военных представителей Антанты репутацию туркофила, был заменен на посту президента Горского государства Пшемахо Коцевым. Сам же Чермоев был назначен руководителем дипломатической миссии Северного Кавказа на Парижской мирной конференции, собирающейся к началу 1919 года в Париже. 20 января 1919 года в Темирхан-Шуре открывается первое заседание парламента Горской Республики, в котором принимает участие и английский представитель полковник Роландсон, убеждавший лидеров горского правительства, что занятие деникинцами Дагестана не представляет опасности для его независимости. Ибо когда Парижская конференция решит вопрос о независимости горцев, Деникин сам уйдет. А на севере в это время, начало февраля 1919 года, добровольческая армия Деникина, восстанавливая старые порядки, вторглась в пределы Горской Республики. До оккупации горской территории интересы правительства Горской Республики и деникинского командования, в общем-то, совпадали и официально были направлены на борьбу с большевизмом. Однако, заняв территорию республики,
Добровольческая армия приняла на себя функции управления, назначав правителей отдельных народов, в то время как на местах существовала вполне легитимная местная власть. В феврале 1919 года войска Деникина заняли территорию Северного Кавказа, обеспечив себе более или менее прочный тыл для последующих наступательных действий. Неподконтрольными белым оставались только Чечня и Дагестан. 16 февраля 1919 года генерал Шатилов, командующий частями добровольческой армии на Кавказе, в своем письме председателю горского правительства Пшемаху Коцеву уведомил, чтобы все горские народы Северного Кавказа и Дагестана добровольно подчинились добровольческой армии и что они вводят у себя систему самоуправления, разработанную главнокомандующими войсками Терско-Дагестанского края генералом Ляховым. 17 февраля 1919 года на заседании парламента Горской республики такой ультиматум был рассмотрен как покушение на самоопределение горских народов Кавказа. 14 марта 1919 года правительство Горской республики официально выражает протест против посягательства добровольческой армии на самостоятельность и независимость республики. Положение Горской республики осложнялось в силу ряда положений, такие как внутренние противоречия между членами правительства, оторванность его от народа, усиленная работа большевиков по дискредитации правительства Горской республики, критика религиозных лидеров за игнорирование шариатского управления, отсутствие поддержки шариатских судов и другие. Данные причины побудили Коцева подать в отставку. Однако парламент вновь его переизбрал с поручением составить новое правительство. На фоне политической стагнации горского правительства добровольческая армия успешно осваивала территорию Горской республики. К середине марта добровольцы, подавив отчаянное сопротивление ингушей, вступили в Чечню, где разразились ожесточенные бои. 16 марта близ селения Алхан-Юрт генерал Драценко наносит поражение чеченцам, потерявшим в бою около 1000 человек. Делегацию от Горской республики, посланную в Екатеринодар к Деникину на переговоры, последний не принял. Положение Горской республики становилось критическим. Действия добровольческой армии на Северном Кавказе вызвали обеспокоенность английского командования, поскольку успешное продвижение деникинцев могло перекинуться в Закавказье, где в это время хозяйничали англичане, не желавшие, впрочем, никому уступать нефтяные скважины. Однако уже в апреле, выступая на съезде чеченского народа в Грозном, глава военной миссии Великобритании на юге России генерал Чарльз Брикс так обозначил принципы английской политики на Кавказе. Британское правительство не желает вмешиваться во внутренние дела России, но желает лишь помочь генералу Деникину победить большевиков. Если вы хотите внять моему совету, то сами убедитесь, что малые национальности почти не могут жить обособленно друг от друга. У них нет естественных выходов, и вся их жизнь тесно связана между собой. К тому времени в парламенте Горской республики существовал раскол на сторонников и противников вторжения добровольческой армии в Дагестан. 22 марта Пшемаху Коцев подает в отставку, но парламент вновь переизбирает его, получив составить новое правительство. Несмотря на то, что вопрос независимости и границ Горской республики должен был решаться на Парижской мирной конференции,
Деникин вступал в сепаратные отношения с Кабардой, Осетией, Ингушетией и Чечней, что означало расчленение Горской республики. Положение Горской республики продолжало ухудшаться. Жители многих больших населенных пунктов отказывались подчиняться распоряжениям горского правительства. С каждым днем росла преступность. С 7 апреля 1919 года горское правительство объявляет о мобилизации горцев на военную службу ввиду угрожаемой опасности со стороны добровольческой армии. 16 апреля 1919 года приказом главнокомандующего вооруженными силами на юге России генерала Деникина главноначальствующим и командующим войсками Терско-Дагестанского края назначается генерал Эрдели. Помимо силового военного давления, белое командование прибегло к методам подкупа и внутреннего подрыва, сделав ставку на старших офицеров-горцев, тоскующих по привилегиям, утраченным ими в результате падения самодержавия, и поэтому настроенных проденикински. К тому же офицерам, перешедшим на сторону добровольцев, обещались солидные должности. Забегая вперед, отметим, что большинство офицеров воспользовались таким предложением и перешли на новую службу. 11 мая 1919 года в Темирхан-Шуре отмечалась годовщина объявления независимости Горской республики. Однако ни торжественное заседание парламента, ни приветственные речи представителей Азербайджана, Грузии, ни страстные призывы других выступающих не могли помочь молодой республике. 13 мая в Темирхан-Шуре производится арест Улубея Буйнакского с группой лиц, задумавших не спровергнуть существующий в республике строй, то есть ввести советскую власть. Каким образом? Присоединением Дагестана к Российской Советской Республике. 14 мая Коцев уходит в отставку с поста председателя правительства, и на его место парламент единогласно избирает генерала Микаэля Халилова. На следующий день в исполнение своих обязанностей вступает новый правительственный кабинет. 21 мая 1919 года пятитысячный отряд от добровольческой армии под начальством генерала Драценко занял Петровск. Командование армии, отказав в признании Горской республики, в то же время по требованию англичан было готово признать автономное правительство Дагестана. В позициях английского командования и Деникина четко проглядывалась установка на раскол горских народов Кавказа и создание отдельных национальных областей с управлением в них своими ставленниками. Ситуация была сложной. Практически весь Северный Кавказ был уже под властью добровольцев. Было пролито много крови на территории Ингушетии и Чечни. Сил для отпора деникинцам было крайне мало. 25 тысячам бойцам добровольческой армии с танками, бронированными автомобилями, орудиями, пулеметами, летательными аппаратами и приспособлениями с удушливыми газами горское правительство могло противопоставить лишь 1500 человек, стрелков и всадников дагестанских частей с 4 устарелыми крепостными пушками. Конечно, при таком раскладе сил начинать борьбу с добровольцами генерал Халилов считал преступлением. По жесткому требованию деникинского командования парламент Горской республики был распущен на неопределенное время. 24 мая 1919 года деникинское правление назначает генерала Халилова правителем Дагестана.
Соответственно, в Кабарде этот пост занял генерал-лейтенант князь Бекович Черкасский. В Осетии генерал-майор Хабаев. В Ингушетии генерал-майор Мальсагов. В Чечне генерал от артиллерии Ирисхан Алиев. Причина захвата Дагестана и согласия на это английского командования с проведением демаркационной линии непосредственно по азербайджано-дагестанской границе объяснялась тем, что горское правительство, дескать, не пользовалось авторитетом среди населения, а влияние большевиков все усиливалось. В последующем одни члены горского правительства эмигрировали за рубеж, где продолжали отчаянную борьбу за идеалы независимого Кавказа. Другие, оставшись в родных местах, стали жертвой большевистской власти. Так Горская республика отошла в историю. Попытка создания на обширной территории Кавказа единой независимой демократической Горской республики в 1917-1919 годах не удалась. Причин было несколько. Внешнее противодействие Деникин, внутренняя несогласованность по отдельным вопросам и амбиции некоторых видных деятелей, отсутствие поддержки со стороны Антанты, затягивание решения земельного вопроса, актуального для горцев, условия анархии, хаоса, характерные для того переходного времени. Впоследствии, в результате военное и политическое противостояние добровольческой армии, англичан и горского правительства оказалось губительным для всех трех сил, тогда как победителями вскоре оказались красные. Тем не менее, независимое горское государство есть интереснейший фрагмент в жизни Кавказа. А подробное изучение истории Горской республики продолжается.